Хули, я уже не помню. Да. Итак, да сука. Всем привет, с вами Злой Кинг Леон, и это мой первый подкаст. Вы знаете уже немного меня. Я работал в Корее 7 лет. Был в море, работал на заводах, на стройке, чем я только, какой херней я только не занимался. Но сегодня не обо мне. Сегодня о таких же людях, как и я, которые ищут новой жизни в эмиграции. И сегодня со мной будет человек, приехавший из Бурятии, занимающийся эзотерикой, рунами, астрологией, но также знающий, что такое тяжелый физический труд. Как он выжил, что он понял за эти 3 года, вы сейчас все узнаете. Погнали! Итак, вот наш гость из Бурятии. Представься, пожалуйста, перед зрителями. Расскажи, откуда ты узнал вообще про Южную Корею, как ты здесь очутился, и помнишь ли ты свой первый день в Корее? Понятно. Всем здравствуйте. Я из Бурятии, меня зовут Вячеслав. Вообще о Корее я узнал в далеком 2014 году, потому что, так как я родом из Бурятии, очень много ребят, азиатов, ездили уже сюда в эти года. Это была такая, знаете, самая лакомая часть земного шара, где ребята любили присутствовать. Некоторые уже заезжали по 2, по 3 раза. Но я не рассматривал, если честно, здесь оказаться. Почему? Потому что, во-первых, я европеец. Что мне делать в азиатской стране? И чего ж тут говорить, в основном все сюда ездили на заработки. Я, наоборот, свою историю хотел начать как раз-таки с Европы. Но Европа меня не пустила. Сначала это была эпидемия коронавируса. А потом в дальнейшем мне было отказано трижды в Польшу. Через Польшу я хотел попасть. Это когда уже отменили вот эти все ограничения, да, по поводу коронавируса. Ну что, и мне просто пришлось уже смотреть другие страны. Почему? Потому что Россия была уже не вариант. Я уже настроился по факту, что я просто еду за границу. И непосредственно я еду... На заработки. Да, я еду как бы трудиться. И сюда я вообще попал по большей части нечаянно и случайно. Знаешь, Все-таки основная проблема как бы это заработки, это финансовое положение, либо все-таки вообще за новой философией жизни какой-то, вообще, за поиском новой жизни. По сути, поиски новой жизни. Но первым делом это, конечно, заработок. Вот как, ты сам подумай. Сколько в среднем в Бурятии зарплаты? Ну, 40-35. Это, знаешь, это далеко такая... 3 года назад или по сей день? Это, наверное, по сей день. 35-40 тысяч рублей. Я в свое время просто на заводе получал 60 тысяч, это, прикинь, далекие 11-е года. Для простого работяги завода это было даже в 2 раза выше, чем нормально. Это было очень достойно. А потом, как обычно, свое дело, там вот это движение туда-сюда. Понимаешь, хочется заработать, это шабашки, это куда-то залезть, что-то где-то придумать, вымутить. Это все, конечно, в жизни любого человека присутствует. Хочу подытожить. Я вообще хотел ехать в Израиль. Угу. Понимаешь? А вот здесь, в Корее, я оказался из-за того, что я просто думаю, да дай попробую. То есть просто это знакомые какие-то были или У меня интернет? здесь половина друзей. С Бурятии тоже? Пол поселка, именно моего поселка, все здесь. Гастарбайтеры? Да, конечно. Я такой думаю, почему нет? Попробую. С ребята звали? Какая-то уже плацдарм, площадка, какая-то фундамент уже какой-то был, да, здесь? Ее не было, просто вариант того, что я сюда приеду, меня обязательно встретят. Что и произошло. В итоге что? Я иду, подаюсь на анкету, а мне ее одобряют. А я знаю, на тот момент это была самая жесткая катастрофа. Все крашились уже здесь, на входе в Корею. Шло собеседование, да, или как это называется? Типа регистрация туристов и так уже далее. гораздо усложнился пропуск иностранцев по поводу того, что именно что куча нелегально остаются. Семейных людей даже не пускали, представляешь? Семейные люди, семья 6 человек, то бишь это муж, жена и 4 детей. Вот мужа пускают, а всю семью обратно ворачивают. Вот такие вот казусы были, но в итоге я думал, меня не пропустят. А думаю, здесь недалеко Израиль, если что, я отсюда чесану сразу в Израиль. Как я так переиначу это все дело, думаю, объебу эту всю систему, сори за это, надо вырезать. Нормально. Я думаю, как это все дело провернуть? И решил все-таки думать, да ладно, вдруг пропустят. Отсюда уже будут дальнейшие свои действия. Билеты дорого стоили?
Помнишь, нет? Слушай, нет, я сюда покупал билет за 40 тысяч. Я покупал почти за 1,5 месяца заранее. То есть билетик мне достался даже, очень так То интересно. есть, грубо говоря, среднемесячная зарплата жителя Бурятии ушла на билет. Вот это да, да. А сколько денег было с собой в кармане? $1000. $1000. Даже чуть больше, 1100. Это, наверное, слушай, я приехал сюда в далеком 17-м со $100 в кармане. Да? И не знаю вообще абсолютно никого. Слушай, круто, круто. Вот это действительно, знаешь, я так в Москву уехал в свое время, я вышел из поезда, и у меня 500 рублей. Слава, а как насчет первого дня в Корее? Ты говорил, помнишь? Да, да. Ну, первый день, знаешь, как произошел у меня? Я когда залетел только в Корею, было пару вопросов на таможне, но меня запускают, и я такой выхожу, думаю, вау, и это все? Я такой раз, первым делом я думал, где я буду ночевать. Деньги есть, все есть, я заезжаю в первый недалеко мотель за 70 тысяч, 12 часов 70 тысяч, вон. На наши деньги это достаточно хорошая сумма. И мне тут же звонит друг и говорит, ты где? А этот друг, я его знаю лет, наверное, 16, с самого детства, практически с моего поселка. Я ему говорю, там-то там, я сейчас приеду. И он приехал через 40 минут, и все, и мы просто уехали в русскоязычный район, это город Инчон. На Саданжи? Конечно, Саданжи они самые, и оттуда все начинается. Познуху даже мы там попробовали, были повозы, манты, шашлыки, Да, там все есть. Все, вот мой первый день. Так, ну давай теперь проговорим по работе. Значит, смотри, вопрос такой. Какая была вот самая у тебя конченая работа, адские просто условия труда, вот что ты, конечно, просто не забудешь никогда в жизни? Вообще, самое что здесь интересное и банальное, я хотел попробовать на море поработать. Причем именно моряком, все такое, но закончилось все тем, что я там дико начал уставать. Знаешь, что я понял? Вот работа в море, да, она реально очень трудная физически. Ты только мне не рассказывай. Ну, ты рассказывай зрителям. И самое, Я знаю, что такое работа. И самое, что интересное, первое время, да, это все круто, физика, вау, я сейчас здесь качнусь. Виды. Да, я сейчас здесь качнусь. Там. А вот самое, что интересное, с воздухом я бы не сказал. Я задыхался. Мне не хватало кислорода, леса именно не хватало. Но закончилось и тем, что вода столько сил из меня забирала, да, что я утром вставал полностью высосанный и высушенный, и от меня ничего не оставалось. Вот сил у меня практически просто не было. То есть морская работа – это самая конская работа? Для меня оказалась самая мощная, самая конская и самая энергоотсосная. Теперь давай наоборот. Самая кайфовая работа плюс где ты заработал больше всего за день денег и сколько? Ну, здесь самая кайфовая работа – это альпинизм все-таки. Штукатур, маляр. То есть это твоя работа, чем ты сейчас занимаешься? Да, но зарабатывал я больше всего здесь на альпоме. Альпом это, скажем так, подготовка опалубки для, здесь называют опаты, для многоэтажек. Вот эти. Там у меня за день Ильтан иногда выходил, за день 360 тысяч вон. 360 тысяч вон. Но, это, на секундочку, чтобы вы понимали, в лучшие времена около $300, $270 где-то. но самое что интересное, когда я работал в таком темпе, неделя есть работа данного жанра и данного Ильтана, но потом бам и 5 дней безработица полная. Я был рад, готов идти работать на Арбайт за 80 тысяч. Потому что, 5 дней без работы, тут деньги летят просто каждый день. Дождь, непогода, да, нет работы. Да, и кушаешь ты 3 раза в день, это как минимум 35-40 тысяч. Потому что я уже привык, это у меня уже стабильно было. Покушать утром – щиктан, покушать в обед – щиктан, покушать вечером – щиктан. Это все 30-очка. А еще в то время покуришки, а еще и пиво попишки, а еще и сока тоже попишки. Все, в итоге полтинник в день вылетает. Ну, согласен, чем больше ты получаешь, тем больше ты тратишь. А потому что, да, это уже, знаешь, в режим у тебя становится так четко. Времени нету, ходить что-то выбирать, экономить, готовить. Зачем? У меня есть всего лишь 1,5 часа, чтобы помыться, покушать и спать лечь. Потому что завтра с утра надо встать в 4,5 утра и уже в 6 часов быть на работе. Это Корея. Конечно, все, не о чем думать уже. Все, деньги есть, зашел, поел, дальше полетел. Здесь вот скорость, время, и экономить даже просто времени нет. А потом это входит в режим, свободный выходной день. Что готовить? Да кто?
даже в комнате нету посуды элементарно. Зачем, какой готовить? Это я даже посчитал, как-то раз я специально сходил, взял продуктов, приготовил на 2 дня, мне хватило, я думал, сэкономлю. Ну, сэкономил, но немного. Времени затратил на больше, готовку там. Ну, я рассказывал своим подписчикам, больше что в потратил Корее времени. очень развита тема щектанов. Гораздо Да. выгоднее сходить просто покушать щектан, чем ты будешь покупать продукты, готовить там, и так далее. Точка. Ну и теперь давай вопрос про твою адаптацию. М, Как с языком вообще? Плохо. Вообще катастрофически плохо. Как это влияет на твою работу? Иногда негативно, а иногда очень легко. Но в целом, В целом можно. Можно и даже, знаешь, и даже хорошо можно. Но если хочешь чего-то больше, как-то развиваться или еще что-то, язык действительно надо учить. Язык учить надо, буквы учить, и это интонации. Вот это вот, знаешь, даже вот одно анён, анён, это привет, пока. Одно и то же. Они еще у слов, ты начинаешь учить язык, они пару букв съели, все, слово слышится иначе, все по-другому. Заезжаешь в забор. я скажу одно, что, конечно, когда ты хоть немного начинаешь разговаривать по-корейски, М, когда ты начинаешь понимать, м, у корейцев сразу же другое отношение к тебе. вот, Сразу же на голову, конечно, выше, уважение появляется. м, Слушай, ну вот допустим, как по корейской еде? То есть шикарно. Вообще шикарно. ты полностью перестроился, ты отказался от маминых пирожков, и то есть ты конкретно Чего-то не хватает. обожаешь сейчас корейскую кухню и ешь О, постоянно только корейскую кухню. о. Да, я тебе сразу скажу, я могу есть полностью корейскую кухню, я могу одно блюдо есть неделю. Вот если взять пё, я могу его есть 2 раза в день, Чодаги, это которое и каждый день по 2 раза и в течение недели. Ну, потом уже начинает надоедать. Почему так? Потому что у них здесь очень грамотно сконцентрирована вот эта вот насыщенность приправ, насыщенность там солей, насыщенность еще каких-либо определенных ингредиентов, что оно приедается очень редко. Потому что, острое. скажем так, да здесь не то, что даже острое. У меня дома были блюда куда более острее и горчее. Это такие, как вот горлодер, хренодер, там, где как его называют, да. Потом, если борщ, пельмени, там, щи, еще что-то, суп гороховый, это обязательно. Аджика, вот у меня дома всегда стоит, аджика, горлодер, чесночок, лучок, отдельно все накрошено. И еще к тому же туда можно еще и перчика черного взять, тык-тык-тык. А если мало, еще и красного так, чинь. У меня батя так и питался, и я так питался всегда. Я сюда приехал, я ни в чем не почувствовал изъяна, да, по поводу пищи. Да, я скажу так, не хватало только действительно хлеба иногда и каких-нибудь пирожков и жареной картошки. Все остальное было в достатке. Просто по-другому подано. Ну, слушай, на самом деле это такое мнение, конечно, очень редкое. Вот, насколько я знаю ребят, которые просто даже уезжали из Кореи из-за того, что просто не смогли перестроиться на вот эту пищу. Не смогли принять корейскую пищу. Я тебе скажу. Многие, Я очень тебе многие. А видишь, я из Бурятии. Вот я из Бурятии, но у нас домашняя кухня, она как из Азии взята, так же и из Европы. Но когда я жил в Москве и в Питере, я туда приехал, конечно, там совсем другой рацион. Там совсем все, там окрошечка, там борщел. И то борщел так не готовят. Острова нету ничего почти. Там, да, там все мягонькое, такое спокойно. Это вот у меня, благодаря тому, что батя вот в свое время тоже такой, скажем так, дракончик своего плана, да, вот он любил аджику, горчичку, чесночок, лучок, чтобы это все жгло, сопли текли, кушаешь, потеешь, но зато улыбаешься. Прогрел все себя и болезней нет. Сибирь. Слушай, вот как корейцы относятся к твоему образу? Они же не любят мохнатость на лице там и так далее. Сразу скажу, многие так и говорят, типа, спрашивают, ну, сколько тебе лет? Я там чик-чик отвечаю, я? А он говорит, мне полтинник, у меня тут нету, у тебя, ну-ка, говорит, срезай давай. А у него все купюры, у корейцев, да, ты заметил? 5000-ка, манончик и тысячная, все старцы бородатые, я ему показываю, типа, вот, смотри, да, чувак, типа, я ему показываю эту связь с космосом, связь с предками. Я думаю, окей. Они потихоньку завидуют, потому что не у всех она растет, они потихоньку завидуют, но все равно в душе им, ну, как бы, когда они тебя видят, это необычно, я бросаюсь.
Ну, у Ужасно. корейцев, да, у корейцев у них борода-то в основном не растет. У некоторых еще усы растут, М. или борода растет у них вот, ну, щетина по-смешному как-то. Вот М. где-то вот здесь маленько, где-то вот здесь. Да, да, есть такое. Ну и в общем, Слава, Да. за 3 года ты вот сейчас чувствуешь себя уже своим в Корее? Ну, то есть вот, О, безусловно, нет. Конечно, нет. Я не своим, но они и не отталкивают. Вот в свое время были моменты, особенно, знаешь, когда на островах. На островах, в средней полосе, там, в Корее, это у них еще чуть-чуть где-то осталось, да, ну, вот где-то обычные мужчины, там обычно и люди да, другие на островах. да, обычные мужчины, такие трудяги, такие местные, вот у них чуть-чуть вот это присутствует, типа, ты приезжий, вообще делай и не квакай. Будешь что-то пиздеть, сразу тебя отчебалим куда-нибудь. Как в Советском Союзе, как говорил Бурунов, сиди в говне и не чирикай. Типа. А здесь вот, да, ближе к Сеулу, Вансане, в больших городах, там, где много русскоязычных, к нам привыкли. Многие корейцы даже по-русски научились говорить. Приходишь в магазин, о, привет, пакет надо? Вот так, по-русски говорят. Очки надо. Да, что-то надо. Ну, это прикольно, весело, радостно. Тут уже нету такого, ни, скажем так, ни притеснений, ни кривых взглядов, ничего такого нет. Радуются, веселятся, тем более образ необычный, такой, как я встречаюсь редко. Бородатый, кудрявый, и они наоборот. Еще идешь что-нибудь, ну, прикольно делаешь, шутку какую-нибудь, или маришь, или подаешь себе в виде позитивного настроя. Они еще улыбаются, такие, о, многие вообще в магазине, ну, как меня видят, сразу, о, Рачи, нам привет, привет, там, Машу что-нибудь, подойдешь, им там, бам, файтинг, там, тысячи, о, чувайо, и дальше пошел. Все радуются, веселятся. Главное, сам как подаешь себя, и все, вот так оно все и происходит. Вот это я понял. Понял. Так, ну и давай последний вопрос на этой локации. Нам нужно сменить, я чувствую, локацию. Окей. Ветерок поддувает. М. Как вот, допустим, если были бы какие-то проблемы с жильем, вот как по Да. поводу жилья, Да, были. как мигранту, да, приезжему, трудно ли вот найти жилье, поселиться, сколько это примерно все денег стоит? Расскажи. Мгм. Ну, слушай, сразу тебе скажу, вот мне повезло, да, что меня встретили друзья. Ребята, друзья. Да. Здесь я особой трудности не почувствовал. Но поначалу, когда я только приехал, да, конечно, сразу что я пошел? В отель. Отель самое дорогое здесь место. Потом я узнал, что есть кэш-отели, потому что есть всякие сайты Booking, не Booking. Я тебе больше скажу, я там даже видел моменты неделю жить дешевле, чем в квартире съем. То есть все-таки можно Кашетели. было вынырнуть. Всякие разные, условия были разные. Ну, а кашевоны? Кашевон ни разу не жил? Ни разу не был в Кашевоне. Мне проще было сходить за 500 000, снять комнату и жить в ней. Ну, ты видишь, это хорошо, когда деньги есть. А как ты в чужой стране, вообще неизвестно где, без денег? У меня были такие случаи, я так 2 раза попадал, встревал, и меня спасали только русскоязычные. Если бы не они, я бы жил на улице. Вот честно скажу, я бы жил на улице. Меня спасали русскоязычные. Причем знаешь кто? Узбеки. Узбеки терпели, перезанимали. Ну и по их вине так происходило, что я в резонанс такой вступал. Вот, девчата, мужчины помогали, подсабливали. То есть здесь ты чувствуешь русскоязычный, уже не имеет значения, кто откуда. Казахстан, Кыргызстан, Узбекистан, Бурятия, Россия. Все, вы здесь все русскоязычные. И как бы она такая диаспорщина есть, но она поскольку ее практически нет. Здесь все на одно лицо. Я тебе скажу, что если это очень хорошо, когда встречались на твоем пути вот такие отзывчивые люди, но я тут видал всяких. Я понял. Всяких, конечно. Я всегда говорю, нет плохой нации, есть плохие люди. Ну да. Ну, твой опыт и мой, конечно, мой практически в 1,5 раза. Ой, 2,5 раза меньше, чем твой. Так, ладно, мы, значит, здесь закругляемся и Так. перемещаемся в кафе. Кофе. Кафе? Да, кофе. На Санбу? Погнали. Окей. Так, ну и мы взмахом крыла переместились в кафешку. А следующий вопрос, Слава. Что бы ты сказал тем, кто еще сомневается, стоит ли ехать в Корею или нет? Стоит ли ехать в Корею именно вот нынче, в 25-м году? Что бы ты посоветовал себе самому вот в первый день, если бы ты вернулся туда-назад? Слушай, ну поначалу, что бы я посоветовал, да, кто сомневается, если ты сомневаешься, лучше сюда не ехать. Я здесь видел ребят, которые за 3 месяца, кроме долгов, ничего не успели здесь сообразить. Потому что здесь, вот именно здесь надо быстро очень маневрировать.
Потому что ребята приезжают не в сезон, и они заезжают просто в мертвятину. И вот действительно, это только долги, где бы ты ни был. А если ты сюда приехал, будь готов вкалывать, будь готов перемещаться по всей Корее. Это будет быстро, молниеносно. И тогда, вот тогда можно добиться здесь успеха, как обычный, скажем так, гражданин этого мира. А что бы я хотел себе сказать? Какой совет бы ты дал тому себе 3 года назад? Сразу просто выбрать все направления и все. Но хотя нет, я бы ничего себе не сказал. Честно, вот все как произошло, все произошло идеально. Единственное, что было, сам попал в долги в свое время, потому что получился такой, скажем так, казус. Казус, и то не у меня, а пришел не в то место. Не в то время. Не оказался не в то время, не в том месте. Надо было уйти раньше, и тогда я бы не оказался в таком плачевном состоянии. Какие вот самые основные советы ты бы дал новичкам, ребятам, которые вот еще на распутье вот на этом? Самый главный совет все возможные варианты рассмотреть и приготовиться ко всему, потому что действительно в жизни происходит разное. Разное и многое. Вот у меня, как я планировал, так не произошло. У меня только в планах произошло то, что я захотел попутешествовать по всей Корее, я позапутешествовал, проработал во многих местах там, где мне было даже неинтересно, но это было ради познания, ради опыта. Я это прошел, и было все классно. Так что готовьтесь вообще ко всему. Готовьтесь ко всему, прорабатывайте все возможные варианты и, конечно же, имейте определенный запас финансовых средств. Это всегда и везде. Без этого здесь трудно. Помочь даже самые близкие иногда здесь отворачиваются. И в России тянуть сюда деньги очень дорого и не всегда получается. Поэтому просто холодный расчет и мужская жесткая воля, иногда женственной тоже воли достаточно хватает, чтобы здесь прожить. Девчонки, да, здесь девчонки есть такие заряженные тоже, которые не ищут легких денег, которые хреначат на заводе. Правда, они через год-два становятся похожими на мужчин. Ну, они такие, но они забывают, что такое уход за собой, там все-таки женщина должна быть женщиной. Женственной. Ну, конечно. Что они А на заводе они как роботы, они превращаются в роботов. Да, согласен. Ну, и думаю, девочкам вообще лучше парня найти хорошего, который хреначит на 10 работах. Да, я понял. Ну и краем мы коснемся твоей темы, астрологии, эзотерики, рун, да? Ты вот, ну, как бы, я так понимаю, что ты серьезно в это веришь, что это вот... Как тебе это вот вообще, допустим, в Корее, как тебе это помогает? Как ты, может быть, именно вот там, не знаю, там по звездам решаешь, куда тебе пойти, там, на какую работу, или как это работает? Вот так вот, краем чисто. Краем все работает. А чем помогла мне Корея, когда я был в уединении, я прошел и осознал это намного глубиннее. Ты когда в одиночестве, ты это все проживаешь самостоятельно, это лучше усваивается, даже лучше информация доходит. Ты когда один, тебе никто не мешает. Поток мысли становится чище. Ты лучше свой путь видишь, ты прекрасно уже знаешь, к чему ты идешь и как ты идешь. Вот здесь 100% я тебе скажу. И нет ничего лишнего, никакой шушеры. Если даже, скажем так, есть какие-то сомнения, ты посидел, либо ты в одиночестве уведешь себя полностью в минус, а когда ты идешь и знаешь, куда ты идешь, ты наоборот себя укрепишь и непосредственно только вот проторишь себе направление определенного характера. И именно в нем и пойдешь. Без всяких сожалений, без апатии, без всего такого. Просто непосредственно прямолинейно, целенаправленно идешь. Там очень много подробно расписано, как идти, куда идти и когда идти. Спасибо тебе, бро, за твой рассказ. Если вы еще сомневаетесь, ехать в Корею или нет, решайте сами. Выбор всегда за вами. Всех благ. С вами был Злой Кинг Леон. Подписывайтесь на канал, ставьте лайк, рекомендуйте сомневающимся. Всем пока.